Ты слушаешь Радио Мария. Израильская служба новостей в прямом эфире на Радио Мария. Здравствуйте. Сегодня 13 февраля. Мы начинаем. Главные новости Израиля. Слушай на Радио Мария. Израильские военные заявляют, что в последние недели силы специального назначения КУДС КСИР Ирана занимались контрабандой наличных денег для террористической группировки Хизбалла в Ливане. Все это происходило через международный аэропорт Бейрута. Представитель армии обороны Израиля прокомментировал, что наличные были переправлены Хизбалле силами КУДС с использованием гражданских рейсов. Армия обороны Израиля поддерживает связь с возглавляемым США комитетом, контролирующим прекращение огня, и регулярно предоставляет ему соответствующую информацию, чтобы помешать этим передачам. Но несмотря на приложенные усилия, мы считаем, что некоторые денежные переводы были переправлены успешно. Армия обороны Израиля не позволит организации усилиться и будет использовать все имеющиеся в ее распоряжении инструменты для обеспечения соблюдения договоренностей, зафиксированных в соглашении о прекращении огня, ради безопасности граждан государства Израиль, добавили в ЦАЛе. Новости на Радио Мария. Израиль через посредников Египет и Катар посылает сообщение для Хамас о том, что соглашение об освобождении заложников и прекращении огня будет продолжено. Но это при условии, если группировка Хамас освободит еще 3 заложников в субботу, сообщает Axios со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника. Напомню, что ранее на этой неделе Хамас заявили, что приостанавливают освобождение заложников до дальнейшего уведомления из-за предполагаемых нарушений Израилем соглашения. Тем временем Хамас призывает провести в эти выходные, цитирую, «всемирные марши солидарности» в знак протеста против одобренного Израилем плана США по переселению палестинцев из опустошенного войной сектора Газа. Мы призываем массы нашего народа, нашу арабскую и исламскую нацию и свободных людей мира выйти на массовые марши солидарности с пятницы по воскресенье, чтобы осудить, цитирую, планы по выселению нашего палестинского народа с его земли, говорится в заявлении Хамас. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что на данный момент нет смысла обсуждать вторую фазу сделки по освобождению заложников, пока судьба первой фазы все еще не определена. Цитирую. «Нет смысла обсуждать вторую фазу», — говорит Нетаньяху, поскольку на данный момент это всего лишь гипотетический вопрос. В это же время министры Бецалель Смотрич и Орит Струк из партии «Религиозный сионизм» потребовали, чтобы в случае, если Хамас не освободит 3 заложников к субботе, Израилю нужно собрать и повторно арестовать сотни палестинских заключенных, которые были освобождены в рамках соглашения. Параллельно сотрудники службы безопасности были возмущены этим требованием министров, заявив, что такой шаг, цитирую, «поспешный» и может поставить под угрозу жизни наших заложников. Кабинет министров отклонил это предложение. Главные новости Израиля. Министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил еще раз Хамас, что если группировка не освободит израильских заложников к субботе, врата ада откроются, как и обещал президент США. Если Хамас остановит освобождение заложников, то соглашения не будет и начнется война, сказал Кац во время визита в командный центр оперативного управления армии обороны Израиля. Кац обещает, что возобновление боевых действий в Газе, цитирую, будет отличаться по своей интенсивности от того, что было до прекращения огня, и не закончится без разгрома Хамас и освобождения всех заложников, заявил министр обороны Израиля. Специальный посланник президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Витков предупреждает, что возникнут, цитирую, «большие проблемы, если Хамас не освободит заложников, как запланировано, к 12 часам субботы». Цитирую. «Хамас нельзя позволять быть частью правительства в Газе. Это нездоровая ситуация. Им нужно уйти», говорит Витков в интервью.
Президент Трамп уже сказал все, что нам нужно знать. В субботу в 12 часов дня он ожидает чего-то нового. И если этого не произойдет, возникнет большая проблема, заявил специальный посланник президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Витков. Новости на радио Нария. Главные новости Израиля. В это же время Хамас заявляет, что не примут угроз со стороны США и Израиля по поводу продолжающегося перемирия в Газе на фоне, цитирую, «тупиковой ситуации между сторонами по поводу реализации соглашения о прекращении огня». Хамас заявляет, что отложит освобождение заложников, запланированное на субботу. Наша позиция ясна, и мы не примем язык американских и израильских угроз. Израиль должен взять на себя обязательства по выполнению условий этого соглашения. Соглашение о прекращении огня для освобождения заложников, говорится в заявлении Хамас. Проверочная комиссия одобрила кандидатуру генерал-майора в отставке Эяля Замира на должность начальника Генштаба армии обороны Израиля. Эяль Замир уже 5 марта займет пост начальника штаба ЦАЛЯ, заменив генерал-лейтенанта Герти Алеви, сообщают военные. Напомню, что Эяль Замир, в настоящее время занимающий пост генерального директора Министерства обороны, был выбран после того, как Герти Алеви объявил о своей отставке в связи с ответственностью, которую он несет за провалы 7 октября 2023 года. Министерство образования заявило, что вновь открывает школы и учебные заведения для жителей севера Израиля, эвакуированных из-за конфликта с Хизбаллой. В заявлении министерства говорится, что школы откроются со 2 марта в соответствии с решением правительства разрешить жителям вернуться в свои дома с начала месяца. Напомню, что возвращение жителей происходит после соглашения о прекращении огня между Израилем и Хизбаллой в ноябре. Армия обороны Израиля должна завершить вывод войск из Южного Ливана в середине этого месяца. Новости на радио Нария. Законопроект о депортации эритрейских мигрантов прошел предварительное чтение на пленуме Кнессета. Добавлю, что законопроект направлен на предоставление министру внутренних дел Израиля полномочий высылать эритрейских мигрантов, выражающих поддержку правящему правительству своей родной страны, поскольку у них якобы нет причин тогда искать убежище в Израиле. В Израиле проживает около 20 тысяч эритрейцев. Неоднократно же происходили столкновения между мигрантами, выступающими за и против режима своей страны. В августе прошлого года в ходе массовой уличной потасовки между двумя сторонами в Тель-Авиве были лишены жизни 2 мужчин. В сентябре 2023 года пострадали 170 эритрейцев, а также полицейские. Тяжелые вести из Газы. Семьи еще 3 заложников заявили, что получили признаки жизни от своих родных. Таким образом, общее число похищенных, у которых за последние дни были зарегистрированы признаки жизни, достигло 10. Только один из этих 10 заложников входит в список из 33 пленников, которых Хамас должен был бы освободить на первом этапе соглашения о прекращении огня. Помимо семей, которые согласились на публикацию признаков жизни своих родных, были получены дополнительные признаки жизни еще о 2 пленниках, семьи которых решили не передавать эту информацию огласке. Новости на радио Нария. Тем временем признаков жизни семьи Бибас пока нет. Родные мамы Шири, ее сыновей Кфира и Ариэля заявляют, что они все еще надеются на их возвращение. Список, переданный ранее Хамас Израилю, не содержит имен, а содержит цифры количества живых и не выживших похищенных. Мы узнали, что после получения этих данных от Хамаса некоторые семьи заложников получили уведомление о том, что, цитирую, «существуют серьезные опасения за судьбу их близких. Но то, что они не выжили, может быть подтверждено только после получения останков и проведения экспертизы». Хамас же еще раз призывает Израиль передать тяжелую технику, чтобы можно было извлечь семью Бибас, которая якобы не выжила в туннелях Хамаса после огня армии обороны Израиля. Все больше СМИ Израиля осторожно сообщают эти страшные вести из Газы о семье Бибас, оставляя надежду на их спасение.
Семья Бибас заявляет, цитирую: «Мы вновь требуем от правительства Израиля и переговорной группы сделать все возможное, чтобы вернуть семью Бибас домой». Хамас уже пытался использовать семью Бибас для психологического давления. Еще в ноябре 2023 года боевое крыло Хамас опубликовало видеозаявление, в котором объявило о том, что Шири и ее двое сыновей не выжили, и предложило Израилю забрать их тела. В то время требование Хамас было выполнить невозможно, но само заявление выглядело как шантаж. Семья Бибас, особенно маленький Ариэль и Кфир, стали символом надежды. Даже после ужасных сообщений родные не теряют веры в возможность их возвращения. В конце января они заявили, что по-прежнему ждут и надеются, несмотря на отсутствие имен мамы Шири и ее сыновей Ариэля и Кфира в списке заложников, подлежащих освобождению. Они подчеркивают, что не считают заявление Хамас или любые видеозаписи достаточными доказательствами, пока не появится полная и достоверная информация о судьбе их близких. Наша редакция также узнала, что двоюродный брат Шири Бибас заявил, что его постоянно спрашивают, знает ли он о судьбе Шири, Кфира и Ариэля, и получал ли он какую-то информацию от армии обороны Израиля. Цитирую: «К сожалению, нет, мы не знаем. Но существует серьезная беспокойность за их судьбу. Кроме этого, мы больше ничего не знаем. Мы продолжаем верить, что все еще может быть шанс, что они вернутся сюда, и даже живыми. Таково мое убеждение», заявил брат Шири Бибас. Новости на радио Нария. Двое работников Сиднейской больницы были отстранены от работы за угрозы лишать жизни израильских пациентов и заявление о том, что, не цитирую, откажутся их лечить. Это произошло в видеоролике в TikTok, который послужил поводом для полицейского расследования. Сообщается, что оба медработника позже выразили сожаление и заявили, что их высказывания были несерьезными. Первоначальное расследование не обнаружило никаких доказательств проблем с безопасностью пациентов в больнице за последние 12 месяцев. В своем заявлении генеральный директор Федерации сионистов Австралии Алун Касуто сказал, цитирую: «Медицинские работники, которые дают клятву не причинять вреда, а затем же угрожают лишить жизни и отправить в ад пациентов-евреев в наших больницах, должны вызывать дрожь у каждого австралийца. Мы благодарим правительство Нового Южного Уэльса за быстрые действия. Однако это лишь еще один пример системной ненависти к евреям, которая проникла во все слои австралийского общества. Полиция штата Новый Южный Уэльс заявляет, что оперативная группа расследует инцидент». Внимание наших слушателей! Появился фейковый канал новостей Израиля. Фейковый канал использует обложки видео, которые идентичны нашим обложкам, также копирует наши названия. Обратите внимание, на оригинальном канале Радио Нария указано на обложке видео, что это Радио Нария. Также обратите внимание, что наш канал называется Радио Нария. Такая же информация есть и на нашем резервном канале. Главное определить, что вы смотрите канал Радио Нария. Все остальные каналы с ложью и фейками не имеют к нам никакого отношения. Главные новости Израиля. Тем временем вернулся наш официальный телеграм-канал. Там мы публикуем то, что не пропускает YouTube. Подпишитесь уже сейчас. Ссылка на наш телеграм-канал будет в первом закрепленном комментарии под этим видео. Также отсканируйте QR-код на ваших экранах, если вы смотрите нас по телевизору. Так вы сразу попадете в наш телеграм-канал. Новости на радио Нария. Нашей редакции, нашей радиостанции нужна ваша поддержка. Поддержать Радио Нария очень просто. Уже сейчас подпишитесь на этот канал, нажмите на кнопку «Подписаться». Также нажмите на палец вверх, если видео вам понравилось, или на палец вниз, если видео не понравилось. Поделитесь этим видео в социальных сетях. Оставьте свой комментарий. Благодарность и нашим спонсорам. Их имена сейчас на ваших экранах. Спасибо, что были с нами. Израильская служба новостей желает вам хорошего дня. Уже завтра, в пятницу, 14 февраля, в 6 часов утра по Иерусалиму, мы снова в прямом эфире. Вы должны знать правду. До встречи.